Всем привет! А вот и первый летний выпуск Newsweek. Июнь уже позади. А как проходит ваше лето? Надеюсь, достаточно космический, ведь самое интересное еще впереди. Июль будет просто переполнен событиями. От полета с экипажем Virgin Galactic до реабилитации Старлайнера. Ну а сегодня мы еще раз поздравим Virgin Orbit со второй успешной миссией на орбиту Земли. Узнаем о решении разработки новой ракеты-носителя «Союз-5». Модуль «Наука» прошел заключительный этап сборки и готовится к запланированному запуску к МКС 15 июля. НАСА планирует решить проблему орбитального мусора. Правильно, ведь все больше космических компаний планируют запускать свои космические аппараты. Это как в детстве. Разбросали свои игрушки, надо бы и прибраться после. Танцы на МКС, потому что космос – это не только холодно и темно, но еще и весело. Новые видео от китайского марсохода Чжужун. А вы уже очаровались этим обаятельным марсоходиком? Если еще нет, то мы должны срочно исправить это. Уверены, он не оставит вас равнодушными. Ну что ж, вперед! Обо всем подробнее. Итак, что же происходит на производственной площадке SpaceX в Starbase? На днях на производственную площадку привезли вакуумный двигатель Raptor. 3 таких двигателя будут использоваться для перемещения Starship в космосе во время орбитальных полетов. Как подтвердил Илон Маск, конкретно этот двигатель, что вы видите на экране, предназначен для Starship SN-20. Илон Маск написал: «Похоже, что мы можем получить удельный импульс в 378 секунд с этой версии Raptor Vacuum, а с некоторыми улучшениями в дальнейшем более 380 секунд». Илон, если ты говоришь, что можем, значит действительно так. Кстати, а вы видели миленький домик Илона Маска на космодроме SpaceX в Starbase? Мы на прошлой неделе сделали об этом постик в нашем сообществе Илон Маск ВКонтакте. Но только посмотрите, какая милота и минимализм. Ничего лишнего, только светлое космическое будущее человечества. Дом стоимостью $50 тысяч выполнен в лаконичном стиле с минималистичным интерьером жилого пространства. Он состоит из единой квадратной комнаты, которая разделена на основные части, включая аккуратную гостиную, ванную комнату, кухню и спальню с двуспальной кроватью. Илон арендует его у своей же компании SpaceX. А вообще, что на сегодняшний день известно об орбитальном полете Starship? Для орбитального полета требуются оба элемента многоразовой системы Starship. Вторая ступень высотой примерно 50 метров, названная Starship, и первая ступень высотой 70 метров, известная как Super Heavy. Super Heavy еще ни разу не завершала тестовый запуск. Ранее тестировался только прототип верхней ступени Starship, оснащенный 3 двигателями Raptor следующего поколения от SpaceX. По словам Маска, финальная версия космического корабля Starship будет иметь 6 двигателей Raptor и около 30 двигателей на Super Heavy. План таков. Система Super Heavy Starship стартует со Starbase. Первая ступень упадет примерно через 6 минут в Мексиканском заливе, в 32 километрах от побережья Техаса. Вторая ступень выйдет на околоземную орбиту и в конечном итоге вернется для мягкого приводнения примерно в 100 километрах от северо-западного побережья Гавайского острова Кауаи. Но помимо этого, в настоящее время проводится экологическая оценка операций по запуску Starship, и от ее результатов также будет зависеть, как скоро состоится первый орбитальный запуск системы. Проверки проверками, но на днях сеть взорвали фото первого собранного прототипа Super Heavy BN3. Но вы только посмотрите, какова красота! На самом деле размеры поистине ошеломляют и пока немного шокируют. Я даже не могу представить, как эта махина поднимется хоть на какую-то высоту. А каковы ваши впечатления от первого взгляда на BN3? Пишите в комментариях. Давайте делиться впечатлениями вместе. Стартовая башня не уступает в размерах. Уже добавлен 7-й сегмент, и это нечеловеческие масштабы. А что же с SN-16? Маск недавно прокомментировал, что мы можем использовать SN-16 в гиперзвуковых летных испытаниях. А еще недавно энтузиасты заметили в штаб-квартире SpaceX таймер с обратным отсчетом и инфографикой. Похоже, он стоит там довольно давно и отображает готовность двигателей Raptor для Starship и Super Heavy. Как всегда, очень креативно. Илон также раскрыл некоторые подробности о грядущих испытаниях первой ступени системы Starship. Будет ли первый орбитальный Super Heavy иметь решетчатые рули? Спросили его. «У первого для полета будут», — ответил Илон, то есть у BN4. BN3 будет использоваться для наземных испытаний. Мы меняем большую часть конструкции при переходе с 3-го прототипа на 4-й. BN3 было очень трудно построить. Ожидается особенно быстрая эволюция первых 10 ускорителей и первых 30 вторых ступеней. А 30 июня в 16:50 по Москве самолет Cosmic Girl с прикрепленной к нему ракетой Launcher One взлетел с аэродрома возле пустыни Мохаве.
В 17:48 Launcher One была сброшена, а примерно в 18:28 полезная нагрузка в виде 7 спутников была успешно выведена на заданную орбиту. Из-за непостоянного соединения подтверждение об успешном отделении адаптера от ракеты пришло в ЦУП только примерно в 20:30 по Москве. Как мы писали об этом в нашем сообществе NewSpace ВКонтакте, часть спутников будут собирать данные о состоянии сельскохозяйственных культур. Часть спутников запущена по специальному заказу Министерства обороны США, а также спутники от королевских ВВС Нидерландов для передачи разведывательных данных, включая навигацию и наблюдение Земли. Надеюсь, вы были с нами на стриме и разделили с нами это событие. В любом случае поздравляем Virgin Orbit со второй успешной миссией на орбиту Земли. На прошлой неделе в РКЦ «Прогресс» состоялось заседание Совета главных конструкторов, на котором рассматривались вопросы по созданию ракеты «Союз-5». Основной целью заседания было решение организационных вопросов по подготовке и сдаче эскизного проекта Роскосмосу. В 2020 году были введены новые составные части – 2 типа главных обтекателей, разгонный блок фрегат СБУ, а также некоторые другие системы и оборудование. Напомним, что ракета-носитель среднего класса «Союз-5» разрабатывается с целью обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты, в том числе с использованием разгонного блока, а также запусков пилотируемых транспортных кораблей. Она сможет выводить на орбиту грузы весом до 17 тонн. При создании двигателя для ракеты впервые в отрасли используется цифровое проектирование и производство. «Союз-5» планируется использовать для запусков как с космодрома Байконур, так и с плавучего космодрома «Морской старт». Ракету-носитель среднего класса «Союз-5» начали изготавливать в конце мая 2019 года. Начало летных испытаний запланировано на 2024 год, а переход в стадию коммерческой эксплуатации, которой займется российская компания International Launch Services, зарегистрированная в США, заложен на 2025 год. Так что же произошло с модулем «Наука»? Да-да, и пусть вас не смущает то, что я так громогласно заявила в интро. В этот же день мы узнали о переносе, а потому сейчас модуль возвращен в монтажно-испытательный корпус для устранения замечания. А именно, согласно полученной информации, один из пользователей Твиттера выложил в сеть фото, на которых было видно отсутствие части теплозащиты на инфракрасных и звездных датчиках. Сама госкорпорация не уточнила детали возвращения, и пока не ясно точно, когда именно состоится запуск. Немного истории. До 2020 года доработкой науки занимались специалисты Центра Хруничева, после чего науку отправили на Байконур, где она прошла все испытания. В ней есть спальное место космонавта, туалет, система регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Она также оборудована шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором. Ну что ж, осталось дождаться, когда вся эта красота наконец пристыкуется к МКС. НАСА создала рабочую группу, чтобы изучить, какие новые роли может взять на себя агентство, чтобы уменьшить рост орбитального мусора и способствовать устойчивости космической деятельности. НАСА уже разрабатывает технологии обслуживания спутников, которые можно использовать для удаления мусора. Это включает в себя миссию OSAM-1, ранее известную как Restore-L, которая в настоящее время находится в разработке. Вообще, проблемам орбитального мусора сейчас посвящается очень много обсуждений по всему миру. Ведь действительно все чаще мы получаем новости о том, что какой-то из обломков в опасной близости с действующим спутником. Что ж, это лишь подтверждает, что человечество уже вовсю осваивает околоземное пространство в стремлении углубить свои познания в изучении Вселенной, а также создать устойчивое присутствие за пределами нашей любимой Земли. В удивительные времена мы с вами живем. В своем твиттере астронавт Тома Песке опубликовал небольшое видео, где он со своим коллегой Шейном Кимбро танцует после успешной установки второй солнечной панели. За 2 выхода в открытый космос они провели суммарно 13 часов в космическом вакууме. На самом деле, после выхода в открытый космос очень важно делать такие движения, тем самым избавляя организм от излишек азота. Помимо этого, давление в скафандрах в сравнении с МКС довольно низкое, поэтому астронавты должны подготовиться к тому, чтобы перейти из шлюзового отсека на саму станцию. Вот так, танцы – это всегда хорошо, и неважно, на Земле вы или в нескольких сотнях километров от нее.
Марсоход Чжучунь, который приземлился на Красную планету 14 мая этого года, продолжает изучать ее поверхность. Недавно Китайское национальное космическое управление опубликовало свежие видео, на которых можно увидеть посадку станции Тяньвэнь-1, а также то, как марсоход съезжает с посадочной платформы. Но вы только посмотрите на эти кадры, не правда ли он прелесть? Комитет национальных академий одобрил предложение НАСА об изменении пределов воздействия радиации, которые агентство устанавливает для своих астронавтов, но предупредил, что пересмотренный предел все еще недостаточен для полетов людей на Марс. На данный момент пределы воздействия на протяжении всей жизни колеблются от 180 миллизивертов для 30-летней женщины до 700 миллизивертов для 60-летнего мужчины. С этими пределами астронавт имеет шанс умереть от радиационного воздействия не больше 3%, достоверность созданных моделей – 95%. НАСА предложила изменить это значение на 600 миллизивертов, независимо от возраста и пола. Этот предел основан на среднем 3% риске для 35-летней женщины, что является наиболее консервативным случаем, но измеряется по другому стандарту. Хотя пересмотренные уровни увеличат возможности полета для многих астронавтов НАСА, они по-прежнему более консервативны, чем у многих других космических агентств. Например, Роскосмос, Европейское космическое агентство и Канадское космическое агентство установили для своих астронавтов и космонавтов предел в 1000 миллизиверт без каких-либо возрастных или гендерных различий. У японского космического агентства есть возрастные и гендерные различия, варьирующиеся от 500 до 1000 миллизивертов. Даже эти более высокие уровни не соответствуют прогнозируемому уровню радиационного облучения для полетов на Марс в оба конца, которое, как отмечается в отчете, превысит 1000 миллизивертов. Любым астронавтам, выполняющим полеты на Марс, потребуется отказ от ограничений НАСА по радиационному облучению, что вызывает этические вопросы, ведь для такого отказа астронавтам необходимо объяснить, почему они должны пойти на столь высокий риск. Проблема радиации особенно остро встает, когда речь заходит о колонизации Марса. Пока так и не ясно, каким же образом людям удастся живыми и невредимыми добраться до Красной планеты, а затем еще и разбить на ней поселение. А потому, дорогие подписчики, предлагаем вам порассуждать на эту тему в комментариях и предложить свои идеи. Вертолет Ingenuity продолжает демонстрировать свои способности на Марсе, и инженеры НАСА изучают концепции более крупных и мощных дронов, которые можно было бы использовать в будущих миссиях. Данные, собранные Ingenuity, поддерживают проект будущего вертолета от JPL. Вертолет Mars Science Helicopter будет гексакоптером или вертолетом с 6 винтами массой около 30 килограммов. Ingenuity весит почти 2 килограмма. Вертолет Mars Science Helicopter сможет нести до 5 килограммов научной полезной нагрузки и пролетать до 10 километров за раз. Одна условная миссия, описанная в документе, посетить место под названием More Valleys, доступ к которому затруднен для марсоходов, собрать образцы в нескольких местах и затем вернуть их к спускаемому аппарату для анализа. Создается впечатление, что когда человечество прибудет на Марс, роботы уже вовсю позаботятся о максимально радушной встрече. 26 июня стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации обновило существующую лицензию оператора коммерческих космических перевозок Virgin Galactic, что отныне позволяет компании отправлять клиентов в космос. Компания также объявила, что завершила тщательный анализ данных, собранных во время испытательного полета 22 мая, и подтвердила, что он прошел хорошо. А совсем на днях стало известно, что Ричард Брэнсон отправится в космос 11 июля, тем самым опередив Джеффа Безоса, который планирует полететь на Нью Шепард 20 июля. На борту будут находиться Брэнсон и 3 сотрудника Virgin Galactic, старший инструктор-космонавт Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннет и вице-президент по правительственным вопросам и исследовательским операциям Сириша Бандла. Одно дело мечтать сделать космос доступным для всех, другое дело, когда невероятная команда воплощает эту мечту в реальность, заявил Брэнсон. Для меня большая честь помочь улучшить путешествие, которое предстоит нашим будущим астронавтам. Ух, ну а мы не можем оторвать глаз от этой суборбитальной гонки. Роузи – это антропометрический испытательный манекен компании Boeing, который снова занял свое место в кресле командира космического корабля CST-100 Starliner во время подготовки к миссии OFT-2.
Для Роузи это будет уже второй полет. В миссии OFT-1 манекен был оснащен 15 датчиками для сбора данных о том, как астронавты будут чувствовать себя во время полетов на Starliner. Для OFT-2 будут также использоваться датчики, размещенные вдоль сиденья, чтобы лучше понять состояние и ощущения будущего экипажа, который отправится на МКС. Запуск OFT-2 назначен на 30 июля в 21:53 по Москве со стартовой площадки SLC-41 на мысе Канаверал. Ожидается, что Starliner после стыковки с МКС проведет на орбите от 5 до 10 дней, после чего он расстыкуется и вернется на Землю. Ждем и держим пальцы крестиком! А на этом у нас все, друзья. Надеемся, вы получили огромное удовольствие от нашего нового выпуска. Не забывайте ставить свои лайки, писать комментарии и, конечно же, ставить колокольчик и делиться с друзьями нашими выпусками, ведь это помогает нам в продвижении и дальнейшей работе. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!